Дорогие друзья, подписчики и зрители данного канала, приветствую всех вас. Да, спустя столько времени этот день наконец-таки настал, и перед вами новый ролик, обзор моего нового убежища, поселения. Но уже, как видите, это другая игра, это не Fallout 4, это Fallout 76. Надеюсь, вам понравится. Но начать все-таки я хотел бы слово благодарности вам, ребята. Вы крутые и реально большие молодцы. Без вашей активности, лайков, комментариев, да и просто просмотров у меня, честно бы, не было бы мотивации делать новый ролик. И реально, если честно, то делаю только ради вас, тех, кто искренне ждал, и тем, кому нравилось мое творчество, скажем так. Вот, поэтому спасибо вам большое еще раз. Очень приятно было видеть ту активность в ролике и те эмоции, которые я получил в то время, я запомню надолго. Хотя, опять же, это было уже пару лет назад. И, ну, все равно я очень благодарен вам, ребята. Спасибо большое, это было, ну, реально очень приятно. Ну что ж, запасаемся чайком, печеньками и погнали. В этот раз, как видите, я прислушался к вашим комментариям. Большое спасибо за ваш фидбэк. И теперь, собственно, снимаю видео днем, как хотели многие. Многие также спросят, почему название в ролике название V2. Собственно говоря, все просто. Данный кэмп я уже полностью перестраивал. Вот, поэтому можно сказать, что это уже полноценная вторая версия. Первую версию я покажу вам на скриншотах. Да, вот сейчас вы можете видеть, каким была первая версия моего кэмпа. Была такая трехэтажная, скажем так, многоэтажка. Ну ладно, не многоэтажка, а трехэтажное строение. Вот, то есть пару оборонительных сооружений. То есть как-то вот, ну, в целом так. То есть, ну и понятное дело, что зона с верстаками, техническая зона такая тоже присутствовала. Но в любом случае, то есть все это как-то напрашивалось на переделку, так как вот, ну, спустя определенное время он мне, во-первых, первый вариант надоел, и, собственно говоря, использовался не очень-то рационально. Плюс планировка была не очень удобной. И вследствие этого была, скажем так, рождена вторая версия кэмпа. Собственно говоря, вот она перед вами. Собственно говоря, начнем с чего? Начнем, наверное, с места, да? Где я расположил свой кэмп. Кэмп расположил свой здесь, то есть относительно недалеко от убежища 76, рядом с вышкой в Северной Конове. Тут поверху можно прям подняться, она совсем рядом. Совсем недалеко находится свалка ущелья, то есть можно здесь захватить мастерскую, зарабатывать ресурсы. Вообще, почему я выбрал данное место? То есть я первые, наверное, часов там 20 не ставил кэмп, бегал, искал место, то есть где-то вот по этой территории, по зеленой всей, то есть, да. Опять же, да, как видите, я обосновался, то есть в лесу, в так называемом биоме лес. Вот, поэтому, да, почему я выбрал именно это место? Во-первых, здесь очень неплохой вид отсюда открывается. То есть, смотрите, да, просто... Ну, я считаю, очень просто красиво. Опять же, вот когда сюда, вот в ту сторону, на Мононога, если не ошибаюсь, сбрасывают, да, вот сюда. То есть вот отсюда мы вот так вот видим это место. Когда туда сбрасывают ядерную бомбу, чтобы открылось новое событие, то есть здесь вид просто шикарный. То есть взрывается бомба, все прям очень отчетливо видно и на достаточном отдалении. Очень красочно, но я об этом не знал, то есть когда я, естественно, кэмп выбирал, я просто вот смотрел как бы отсюда, просто вид красивый. Далее вторая часть кэмпа, как я планировал, то есть будет защищена горой. То есть, ну, я просто первые часы думал, что все-таки люди нападают, и поэтому надо будет как-то продумывать оборону и прочее, но, как оказалось, все вот это расположение на гористой местности и прочее, это все лишнее, очень сильно лишнее. Комьюнити в игре очень дружелюбное, очень приятное, и очень классное и отзывчивое. Ни в одной другой онлайн-игре я не видел реально такого комьюнити. Порой кажется, что это просто, ну, вымысел или сказка какой-то. Вот. И опять же, еще один фактор, который повлиял на выбор. Собственно говоря, сейчас забегу немного вперед. И это у нас раз и два, соответственно, две зоны добычи. То есть по всей зеленой территории, если не ошибаюсь, это единственное место, где можно поставить кэмп, и у вас будет сразу два
две добычи ресурсов в одном кемпе. Да. Ну, собственно говоря, что? Начинаем. Выглядит как-то вот так. Вначале у меня. То есть мы спавнимся вообще вот здесь. Если вы ставите кемп в этой точке, то 100% вы будете спавниться вот здесь, чуть ниже. Вот здесь вот. Не знаю почему. Жаль, конечно, что нельзя перенести, как в, например, мастерских, точку спавна при телепортации. Вот, соответственно, спавнимся, поднимаемся. Здесь сразу сделал такую вот зону маркета. Поставил 3 торговые лавки, такие вот указатели своеобразные. Чаша с пуншем. Здесь раздача алкогольных напитков идет. Костерок, вот так вот, ограждение для атмосферы. Это, соответственно, вывеска по квесту у нас. Тоже вот так вот на гору решил ее поставить. Ну да, вот здесь такая деревянная поверхность у нас. Далее здесь мы заходим вот сюда. И здесь у нас симптомат располагается. И техническая зона пошла. Вот. То есть, как видите, здесь применено небольшое ухищрение, связанное с тем, что добытчик ресурсов расположен в текстуре пола. Да, то есть фишка такая, то есть я сам о ней не знал, но узнал чисто случайно. Она работает примерно так, что мы сначала... Сейчас я вам продемонстрирую. То есть, например, вот так вот поставить ее, понятное дело, нельзя будет. Но если мы, допустим, поставим здесь, даже вот я сейчас сделаю, например, да? Вот если мы ставим здесь пол, то... Так, ну здесь он, наверное, не поставится. Да, здесь мне просто много чего огражено, но, грубо говоря, это работает, то есть вот так. То есть мы сначала ставим рядом, а потом уже, соответственно, вот, ну, даже вот здесь вы уже можете заметить. Дальше уже, да, начинаем городить, прям и застраиваем. Полезно для тех, кто там, допустим, как у меня, например, гористая местность. И местность под застройку получается не очень большая, и приходится как-то вот, ну, выигрывать. Вот, плюс это вот сама склоны. Здесь, конечно, не построишь особо такие интересные здания, поэтому за каждый участок прямой такой территории приходится бороться. Вот, поэтому, да, кстати, это, говоря, моя спутница. Познакомьтесь. Да-да, все верно. Можете там на гитаре попринчать пока. Собственно говоря, техническая зона. Здесь все верстаки. Ящик для шмота. Естественно, просто украшения такие чисто косметические. Вот так вот по крыше, соответственно, сделал. По освещению. Ну и здесь вот заведено у меня электричество, получается, через окно. Такое тоже, ну, мини-ухищрение, скажем так, тоже подумал. А что если, как оказалось, да, работает. И выглядит, скажем так, ну, довольно-таки красиво, я считаю. Вот, если бы я заводил, например, отсюда, как-то выглядело бы, ну, не очень. Чуть-чуть через дверь, скажем так. Далее здесь я планировал сделать зону сада, но вот из-за того, что здесь такая гористая местность, очень трудно разместить вот данные кусты мутафрукта и ежевики, ну и тыквы вообще. Они очень все плохо располагаются. Здесь вот, если честно, еле разместил. А сад пока у меня не открыт. Сад, то есть у нас это, вот получается, если я сейчас найду, где-то здесь, в общем, был в полах, получается, да, вот он. Ну, в общем, получается, да, вот он сад, то есть он у меня еще пока не открыт, то есть если бы он был открыт, да, можно было что-то там такое замутить, например, там, да, но, к сожалению, нет. Я пока еще играю не так давно, вот, поэтому здесь у меня относительно такая зона сада, я называю так, ну, не ну, наполовину состоявшийся. Добыча воды. Здесь грязную воду собираем. Тут 3 арбуза. Ну и, конечно же, туалет. Ребята, все же мы люди с вами. Поэтому потребности нам нужно справлять. Да, туалет обязательно здесь. Здесь заграждение. Нападки все-таки есть, но не со стороны игроков. Вот в данной территории спавнится кротокрысы, либо освободитель типа 0, или типа 1, не помню уже. Вот, то есть периодически как бы они нападают, данные турели справляются. Вот, поэтому если кто будет здесь строиться, как бы учитывайте обязательно этот момент при постройке. Далее, здесь у меня получается, кстати, заметили все, да? Располагается генераторная, 2 генератора на 100 выработки электроэнергии. Ну, с запасом, скажем так, поставил. Тоже, опять же, скажем так,
через станции с бубном. Все это построено в горе относительно, то есть там уже получается, вот, да, видите, то есть идет гора. Но, тем не менее, мне удалось частично, то есть, построить в горе, тоже, опять же, отвоевать у этой гористой местности драгоценные клочки земли для постройки. Далее сейчас тоже покажу вам теперь уже полноценный сад. Здесь по классике, то есть все доступные растения, овощи, фрукты. Вот, то есть бритвозлак, морковь, тошка, кукуруза, мотофрукт, тыква, ежевика. Вот здесь уже границы лагеря. Опять же, здесь тоже происходят нападки, но здесь уже повеселее, ребят, здесь повеселее. Здесь бывают рейдеры, картакрысы также, бывает гули приходят, бывает горелые приходят. То есть здесь прям вот реально, то есть с этой стороны могут прийти довольно интересные ребята, поэтому здесь уже 3 турели, и периодически они одну могут даже снести. Вот. Ну, я бы не сказал, что там довольно-таки сильные такие нападки прям. Вот, ну, тем не менее, стоит учитывать, если вы не хотите отвлекаться на них и хотите все в автономном режиме защищать, то вот такая система справится довольно-таки неплохо. Опять же, кстати говоря, тоже одна из причин расположения в данном месте была в том, что здесь относительно недалеко находится данный разбившийся самолет, получается, да. Здесь у нас контейнер с припасами, здесь солдат, то есть у них постоянно здесь спаун патронов, здесь спаун оружия, и плюс там, ну, разное всякое бывает, да. И, да, здесь вроде уже больше нет никаких спаунов. Но, тем не менее, то есть, если что, просто вот поднялся туда, залутался, не тяжело, и, как бы, скажем так, под боком небольшой такой спаун патронов, приятно, я считаю. Вот. Покажу вам тоже вид сверху, скажем так. Как вот по крышам все это дело выглядит. Вот такой вот вид тоже. Блин, я считаю, довольно-таки живописный вид. Прям можно скриншот даже делать. Ну просто прям красота, я не знаю. Это лично мое мнение. Вкус, опять же, у всех разные. Сделал, да, вот также здесь для атмосферности такой вот аванпостик с флагом. Выглядит тоже, я считаю, довольно-таки неплохо. Так, здесь у нас добыча стали. Там, кстати говоря, добыча меди. Вот здесь уже вход в убежище, но оно у меня не отстроено, сразу говорю, поэтому смысла заходить в него особо нету. И мы продолжаем дальше естественно, изучать мой кэмп, передвигаться по нему. Вот, соответственно, далее основное уже убежище мое. Вот, соответственно, здесь поднимаемся, заходим в него. Тут у нас что, получается, основная комната, плюс такая музыкальная зона для друзей, если вдруг кто-то придет, посидеть, побринчать. Я считаю, неплохо. Также вот, так вот, чисто такая личная прям уже зона. Коллекция мишек, ну а как же, как иначе. Ну, реально, думал очень долго, что поставить на витрину, но кроме как вот коллекцию медведей как-то в голову не пришло. Такое что-то прикольное, своеобразное, необычное даже. Вот, поэтому поставил их. Далее здесь уже, скажем так, своеобразная кухня. Иногда здесь ставлю спутника, который готовит пищу. Вот здесь рядом плита ставится. Здесь я уже сам могу готовить, если что. Вот здесь личный терминал, хранилище, морозильник и музыкальный автомат. К сожалению, обоев у меня нет, поэтому выглядит все это довольно-таки, я не знаю как, ну, шарпано. Но, в принципе, опять же, с другой точки зрения, аутентично. То есть, если бы здесь были какие-то обои разноцветные, которые в кемпе продаются, это все выглядело как-то не очень. Опять же, стоит обратить внимание, что с окна у нас открывается тоже, опять же, красивый вид. К слову говоря, раньше убежище у меня было двухэтажным, и вот здесь, получается, у меня на втором этаже был балкон. И тоже вот с этого балкона открывался просто великолепный вид на Апалачи. Но я его снес из-за чего? Из-за ограничения по постройкам, лимит. Естественно, огорчает то, что вот все-таки игра онлайновая, и в ней уже нельзя просто так снести ограничения
Ну или, может быть, я не знаю, может как-то можно. Это будет, конечно, очень круто. Я тут просто развернусь, я не знаю, на всю катушку. Вот, но, тем не менее, меня просто ограничили, поэтому я удалил здесь балкон. Но вот сейчас будет скриншот, я вам покажу вид с него. То есть, как все это, опять же, выглядит. Я считаю, довольно-таки неплохо. Здесь, кстати говоря, подъем вверх идет. Но, как видите, здесь тоже защищено. Это опять же, когда я думал, что на кэмп будут нападать активно, там игроки и прочее, думаю, ну здесь уже по-любому как-то никто не поднимется. То есть, если даже он сюда как-то вот подойдет, то уже все, он упирается в стенку. И вот такая вот картина его встречает. Он дальше уже никак не проберется. Естественно, сейчас мы поднимемся. Подумаю, что еще можно будет показать. Хотя, в принципе, в общем-то и все. Техническая зона, зона с генераторами, такая уже личная зона. Да, здесь, конечно, отличие онлайнового Fallout от синглплеерного. Здесь, конечно, не развернешься и реально не отстроишь там огромнейшие поселения. Поэтому вот такой у меня получился кэмп. Естественно, был бы очень рад, ребят, вновь увидеть от вас фидбэк, комментарии. Пишите, пожалуйста, что думаете об этом кэмпе, о новом ролике, как вообще вам. Будет реально очень приятно почитать. Вот. Вообще, по планам, данный кэмп планирую переносить, но куда пока не скажу. Возможно, перенесу и капитально перестрою его. Опять же, тоже из-за добытчиков ресурсов. То есть в том месте, куда я перенесу, будут нужные для меня ресурсы, там я буду их добывать. Вот, поэтому, скорее всего, вы все это сможете увидеть на стримах. Я буду, скорее всего, это стримить дело. Вот, а потом уже полноценный обзор будет на канале. Вот, так что, если кому интересно, заходите на Twitch канал Twitch /MaxelRus. Заходите, следите, подписывайтесь. Там, скорее всего, я буду подрубать Fallout 76, либо же RDR 2. Другие игры, я думаю, вряд ли, наверное, уже буду запускать на стримах именно. Вот. Поэтому было приятно повидаться с вами. Оценивайте видео, пишите ваши комментарии, ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, какие эмоции вызвал у вас данный ролик. Всем еще раз большое спасибо, ребят, и до скорых встреч.